Так, где мой поплавок? Вон, оторвался. Так. Все, классно. И даже груз остался. Все, снаска спасена. Итак, друзья, вы уже догадались, я выехал на толстолобика. Сейчас закидывал просто с берега и оторвал монтаж, но видите, подплыл и спас. Хорошо, что он перезапутался, и груз, и все цело. Вот. Уже поймал одного толстолобика небольшого, не успел даже снять, закинулся, и он сразу клюнул. Вот. И сегодняшнее видео как раз про ловлю толстолоба. Открывая сезон по ловле толстолоба. Выехал на прудик, здесь вот можно ездить, плавать и на лодке, и забрасывать с берега. Вот забрасывать с берега больше не хочется по причине отрывов, поэтому буду, наверное, все-таки с лодки завозиться и ставить толстолоба оснастки по-нормальному. Так, вот здесь поклевочка и поплавка нет. Поход дела у нас будет толстолоб. Сейчас вытащим. Да, есть. Есть, ребята. Толстолоб. Тащим. Опа. Давай. Выходи. Куда ты идешь? Покажись. Небольшой. Небольшой лобик. Ну, главное, поклевки сейчас пока есть. Мы понимаем, что клюет. И можно будет ловить. Вот такой небольшой лобик. Интересно, сколько он килограмм. Сейчас взвесим. Вот такой лобик. Сколько? До 3, наверное. Сейчас взвесим. Так. Так, обнулим тару. Столовик, как бы тебя взвесить, чтобы ты не трепыхался. 2300. Вот точно такого же небольшого и я ловил. Ну, будем считать, начало положено. Хотелось бы укрупниться. Единственная задача.
У меня поклевка. Вот этот паровозил. Эх ты, поплавки пошли. Все. Зараза, два поплавка. Третья поклевка уже. Да ёпрсоте. Такой же. И все поплавки собрал. Хотя они там расстояние было по 5 метров как минимум. Хотя нет, этот хорош побольше. Смотрите, ребята. Это уже уверенная трешечка. Сразу чувствуется. Ну что, распутывать? Ну, вот он сверху по поплавкам шел и всеми крючками собирал все лески. Нехороший толстолоб. Это теперь надолго. Ну ладно, буду развязывать и перевозить все поплавки. Сейчас где-то в районе 6 часов я готовлюсь к вечернему клеву. И, соответственно, переделываю монтажи и подготавливаю, что взять, поставить. Вот. А поставить есть что, потому что ко мне пришла посылка. И появились много новинок. Мне они очень нравятся. Я на них уже ловил. Сейчас с вами всем поделюсь. Так, по монтажам. Я сейчас перевязываю монтаж по причине того, что он мне не очень нравится. Вот. Вот такой V-образный. Ну, классный монтаж. В одну сторону, и внизу два крючка. Вот. И могу сказать, что не обязательно именно таким пользоваться. Самый универсальный монтаж, который я пользуюсь, вот покажу. Гидропланктон номер 3. Вот этот монтаж. Здесь Т-образная. То есть два крючка сбоку. И один я потом, здесь нет этого крючка, я его довязываю, там 10 сантиметров, крючок такой же делаю вниз. То есть за низ чаще зацепляется. И здесь уже есть уже и крючки, и грузило, и все. То есть универсальный монтаж. Вот. Всегда заказываю его с сайта, потому что в магазинах, как правило, он в 2 раза дороже. Потому что уже были споры в том году, я их помню. То есть ребята говорили, очень дорого стоит. Ну, ребята, если дорого продают в вашем магазине, ну, зайдите на сайт Гидропланктона, в описании будет он, все равно будет спрашивать, поэтому хотите, считайте это рекламу, хотите нет, вот, мне все равно, потому что потом просто люди замучивают, где, с какого сайта, в личку пишут и все остальное. Вот в описании видео будет, смотрите. Вот. И мне очень нравится вот поплавок. Поплавок он такой, есть такие вытянутые поплавки, раньше шли, а сейчас он такой немного кубовидный, то есть он прям хорошо пригружается, его видно. И когда гидропланктон растворяется, то есть он выше-выше, и желтое очень хорошо видно на воде. Вот. Поэтому могу рекомендовать именно вот этот поплавок. Зеленый до этого был, он там зеленый-красный, красный верхний зеленый, но он не очень хороший,
с моей точки зрения, по причине того, что на самом деле вот этот зеленый цвет, ну, сливается как-то с водой. А это прям хороший. Вот. Ну и монтаж. Уже вот даже со мной друг Дима находится. Как только он будет тянуть, я обязательно покажу его. Он вытаскивает. И я уже 5 раз уже сегодня показывал монтаж. Монтаж. Ставим вначале груз. Груз лучше брать, вот который с большой дыркой в середине, чтобы пролетал через стопора. При закидывании он хорошо, я буду в завоз. Вот. Потом идут стопора. Стопора в наборе идут. Я пользуюсь в наборе. Вот. И я иногда, в наборе есть бусинка, можно бусинку ставить, а иногда большой стопор. Вот я в данном случае большой стопор поставлю, потому что бусинку где-то искать надо, а большой стопор у меня под рукой. Большой стопор как раз быстро сдерживает поплавок. Маленький и большой ставлю специально, чтобы маленький, у него маленький диаметр внутри, поэтому... И, кстати, экспериментирую, ставлю на плетню. Но мне очень не нравится на плетне. Вот. Поставил поплавок. Получается, груз, стопор, поплавок. Так как у меня вот этот монтаж V-образный, здесь нету грузика. На большинстве монтажей Т-образных, вот которые я вам показывал, есть. Вот здесь грузик. Соответственно, грузик не нужен, маленький. Так как здесь нету, я ставлю грузик. Потом привязываю вертлюг. Вертлюг это быстросъем от карповых монтажей, без всяких резинок, без ничего. Потом идет как раз сам монтаж, на который гидропланктон одевается. Вот, видите, да? Ну и дальше уже гидропланктон. Кстати, сейчас хочу поставить интересный запах. Появился у гидропланктона такой гидропланктон, и на нем написано быстрый, то есть в нем меньше всего клеящих веществ, соответственно он быстрее работает. Но это как вот новинка. И я один быстрый ставлю. Ну, естественно, дальше идет вот на этом идет бусина. Бусина предохраняет от размывания снизу. То есть гидропланктон сверху намывается, и с середины он тоже размывается. Видели, да, когда вытаскиваете, когда обмытый, он и сверху, и снизу. И иногда он может так размыться, что упасть на крючок. Нам это не нужно, поэтому вот снизу от размывания предохраняет вот эта бусинка резиновая. Так, молоко топленое, быстрый. И новые запахи появились, Скопекс. Это запахи, Скопекс и еще креветка. Но это чисто карповая тема моя. То есть мы ловим на банан Скопекс, там еще что-то, такие запахи, креветка. Именно бойлы такие идут. А здесь они сделали запах. Посмотрим, как будет работать. Ну, топленое молоко бестселлер. Соответственно, моя задумка какая? Есть быстрый, который быстро-быстро будет работать, один гидропланктон. А второй он будет как обычный гидропланктон. Если вдруг у меня быстрее расставит быстрый, то у меня все равно останется пылить обычный. И мне кажется, даже если я забуду там на полчаса, на час, то в принципе меня выручит второй рядом, который будет работать. Вот в чем фишка. Все. Одеваем бусинку, крючок и вот так завозим. Когда я завозился, я пробил все. Здесь можно на лодке. Я закидывался и 2 монтажа оторвал. Мне очень жалко отрывать монтажи, поэтому я надул лодку. Здесь разрешено. И стал с лодки завозить все-таки аккуратней. И эхолотом пробил еще дно. И когда пробивал дно, оказалось, что на уровне 2 метров держится 3 метров и 4 метров. Около бровки и туда дальше именно сам толстолобик.
Вот и будем к ночи готовиться сейчас. Вот. Так, один монтаж у меня есть. Я его завезу. Поставил на метр. Вот. И наберу себе в коробку и поеду уже там на месте, буду поплавок поднимать и сразу менять. Смотрите, тихая погода, не шелохнется, поэтому я подъеду спокойно, вот так сниму. Мне нравится вот с лодки чем? Тем, что минимум вот это вытаскивание, закидывание, потери монтажа и все остальное. Так, что еще я буду ставить? Так, оригинал быстрый, то есть просто, без всяких запахов, оригинал гидропланктон. И бестселлер к нему камыш, конечно же, камыш к нему поставлю. Это у меня будет вторая удочка. Третья креветка, это то, что я вам говорил, новая появилась. В принципе, вот все новинки тестирую. Так, креветка и молоко топленое. Просто, не быстрое, а просто молоко топленое. Это третья удочка. И четвертая. У меня с того года остался горох, запах такой. Вот его поставлю. Я ловил в том году. Нормально работал. И клубника. Традиционно клубника. Что-то сладенькое должно быть. Все. Так, взял оснастку. Погнали. Вот здесь вот бровка начинается, вниз идет. И как раз толстолоб стоит по бровке. Поэтому здесь я один поплавок поставлю на 1,5 метра глубиной. Второй побольше. На 2. Да, и буду облавливать бровку. А остальные поплавки поглубже поставлю, посередине. Все, встал. Так, второй поплавок. О, даже здесь не все съедено. То есть не все растаяло. Ладно, уже решили новый ставить, значит будем новый. Так, третье удилище ставлю. Глубина 3 метра. Вот, поплыл, все остановится. Ждем поклевку, давай, работай. Так, последняя удочка. Я ее поставлю на 2 метра. Она недалеко от берега стоит. Недалеко от свала. Вот, 2 метра. Все нормально. Поехали. Ну, с этой стороны.
Ну вот крестообразно то, что я показывал, вот он у меня стоит. Опа. Клюет. Сейчас должен поехать поплавок. А что, все, что ли, перестал? О, наконец-то запаровозило. Опа. Сам? Да сам вытащу. Клюнуло с метровой глубины. Может, правда, переставить все на метр. Я вот это поставил сейчас на метр. О, зато второй поплавок зацепил. Давай быстрее сюда. Лишь бы третий не захватило. О, видишь, вытащил поплавок. Ну вот золотой стандарт 2-3. Вот он. Опа. Ребят, ну вот такой 2,5-3 килограмма идет. Золотой стандарт. Страшной рыбы. Она реально, когда посмотришь, страшная. Особенно, когда большая. Ну, такой небольшой толстолобик пока полавливается. Я не знаю, что делать и где искать большого на этом пруду. Надо, наверное, искать пруд с крупным толстолобиком. Выход только один. Сейчас где-то 7 утра. Утром была тоже поклевка, я ее не снимал. Вот сейчас снимаю. Вот, я думаю, до обеда и все. Ночью вообще не было поклевок. Жалко. Ну, будем ловить то, что ловится. Так, перезавожусь. 2 удочки вытащил все-таки. Я пытаюсь и на разной глубине ставить, и на разных расстояниях. Так. Что, одну здесь поставим сейчас, посерединке водоема. Глубину я уменьшил. Вот, гидропланктон еще растворяется. Так. Как говорится, работаем. Не нравится мне плетня. Леска лучше. Завоз. Надо избавляться от плетни. Это не вариант. Вот, и подальше отплываю. Здесь, наверное, может быть, он свободнее чувствует. Прессинга просто нету из поплавков. Отсюда и была поклевка. Так. И также вот на метр. Вот леска прям хорошо. У меня 0,3 леска. Можно хорошо завозиться, вопросов нет. Так. Крючки. Главное, что мы тоже не пересекались. Ну все. Красота. Все, встал, видите? Тык-тык. Все. Как вкопано. Ну, по растворению, ну, наверное, уже часа полтора стоит, еще там часик простоит. 2-2,5-3 часа точно стоит, 80 грамм. Пару карповок поставил. И вот пока завозился, была поклевка. Не знаю, может, карп есть. Ух ты. Адреналина. Пока завозил,
Оставил. Клюнуло что-то карповое. Будет обидно, конечно, если я опять вытащу непонятную рыбу по имени Толстолоб. Мне кажется, это Толстолоб. Просто со дна взял. Такое бывает. Толстолоб иногда со дна берет. Ставил подальше метров 10. Все равно. Головой не трясет. И как-то ходит странно, как Толстолоб. Да. А, не. Да ё-моё, карпик маленький. Маленький карпушка. Там, до 2 килограмм, полторашка, наверное. Все по классике. Засекся. Вот такой, ребят. Ну, на не. Это не. Кило 800 до 2. Такой широкенький. Ну что, ребят, вот такой карпушка приплыл. Перепутал опять толстолобную снасть. Я, наверное, карпу снасть не буду больше завозить. Все, чтобы не путал карп с толстолобной. Ну, вот. Но все равно приятно. Разнорыбие, это хорошо. Еще бы амурчика поймать. Вообще класс. Тянет. Иду. Ну вот ты наконец-то толстолоб поймал. Поздравляю тебя. А что ты боишься-то его? Вытаскивай. Сюда тащи. Какой-то у тебя спортсмен. Спортсмена поймали. Ну, стандарт 2-3 вот он. Идет такой толстолобик. Поздравляю тебя с первым толстолобом на этой рыбалке. Наконец-то открылся. Вон Дима тянет вот выход. Сейчас пошел толстолоб. Солнышко пригрело. Глубину нашли. И вот он опять тянет. И у меня поклевка. Меня утащил поплавок средний, пока я разматывал. Камыши, заросли. Собрал леску еще одну. Ну что, ребят, золотой стандарт приплыл. 2,5-3 килограмма я взвешивал. Самый крупный 3, минимум 2,5. Вот такой лобик. Ждем. Ну не знаю, хочу крупного. Так, натянулась. Вот это, да? Желтенькая. Ну что, погнали вываживать. Да, что-то висит.
Ух ты! Вот это да! Ты даже разматывать будешь. Может, что приличное будет? Слава богу, нормально вышел. Не собрал 3 удочки. Давай, давай. Сюда, друг. Плыви, плыви. Ну, стоять, стоять, стоять. Стоять бояться. Вернись обратно. Так, руками сейчас возьму. Это мелкий, небольшой, его можно вытащить. Так, ребят, вот стандарт опять. Идет вот такой и все. Что здесь делать, не знаю. Пока завозил, клюнул удочку, надо быстрее обратно. Так, давай вытягиваться. Нет, это подтащим. Тут перепутать можно. Вот конский возбудитель и добавляю. Ну не добавляю, а сверху. Присыпаю. Поэтому у меня и клюет. Пока завожу, следующее клюет. О, с лодки. Так приятнее. А то там у нас, если вы видите кусты, то вообще неприятно вытаскивать с куста, блин. Вот она, акула. Один за одним. Где крупняк? Молодняк. У тебя? В садке уже? Ребят, у меня есть где-то 1,5 года, наверное, гидропланктон. Вот как раз на него и поймал, на эти бочонки. Ловятся нормально и на новые, и на старые. Прям вообще, ну, радует. В общем, ловит рыбак. Насадка хорошая должна быть, но ловит рыбак. Клюет она. Поклевочка наконец-то. Так, поклевка. Тоже старый гидропланктон, которому 1,5 года. Все клюет. Сейчас вот завез, специально вот весь поставил. Только такой. Клюет нормально. Давай, давай сюда. Надоел. Все, оттащил. Вот он. Рыба моей мечты. Хотелось бы побольше. Ты чё такой малек? Чё такой маленький, а? Где большой здесь-то стал? Здесь же должен быть большой. Может, он в этой части просто водоема? Маленький, не хочется на него тратить даже подсак. Из него затаскивать воду.
Ну, для кого-то большой, для кого-то маленький. Для меня хороший толстолоб от 7. Ну вот. Вот такая пасть клюет. Расскажи нам, где большой толстолоб, а? Страшная рыба. Интересно, сколько здесь толстолобиков. Так. Дайте я вас пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ребят, ну у меня 9 рыб. Один из них карп. Толстолобик от 2 до 3 килограмм. Ну, сезон ловли по толстолобу я открыл. В общем, смотрите. Для меня всегда жара – это начало ловли толстолоба. Я не перестаю ловить, конечно, карпа и амура, но упор делаю на толстолоба. Я люблю разную рыбу ловить и разные водоемы ловить. До этого я был, сутки отсидел на дикаре, там есть амур и есть толстолоб, очень хороших размеров, сказал. Человек подъезжал, рыбнадзор, проверял нас, мы на лодке плавали. Но ничего не бралось. Вот переехали на другой пруд, где ловится по нашим данным. И наловили. Все равно есть толстолобик. Большой или маленький, главное, открыли сезон. Дальше охотимся за толстолобом, за трофеями. Будет прогреваться воздух, и большой толстолоб обязательно будет клевать. Всем не хвоста, ни ши, подписывайтесь. До новых встреч!